Сегодня давайте поговорим о контроллерах, вернее, об одном представителе из этого действительно обширного царства. Studio Logic SL Mix Phase. Это вещь, которая может помочь как в студии, так и во время живой работы. Как это все реализуется, давайте выяснять вместе. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про-аудио. Поговорим о работе студийной. Я уже подключил контроллер к своему компьютеру, у меня открыт Cubase, и стоит отметить, что здесь имеются настройки шаблоны, которые заранее были прописаны для всех основных рабочих станций. Это Cubase, Nuendo, Pro Tools, Logic, Ableton, даже Reaper здесь есть и многое другое, так что это здорово. Прямо из коробки можно получить уже все с прописанными MIDI-командами. Давайте посмотрим, что у меня находится в рабочей станции. По сути, это одна дорога с прописанными на ней MIDI-барабанами, на примере которых мы и будем рассматривать функционал вот этой штучки. Итак, у нас есть набор из 8 каналов плюс мастер. Для каждого канала есть по крутилке и есть фейдеры. Фейдеры, кстати, не автоматизированные, это важно понимать, потому что все питается по USB, и, в принципе, если вы найдете устройство, которое питается по USB, и на котором возможно реализовать 8 автоматизированных фейдеров за примерно такой же самый ценник, я лично готов пожать вам руку. Итак, давайте включим барабаны, которые у меня прописаны в рабочей станции, и начнем с ними веселиться. Ну, во-первых, конечно же, первый канал, на котором у нас играют барабаны, я могу делать его потише, я могу делать его назад погромче. Причем, если я нажму здесь «Запись», то с помощью вот этого фейдера я могу прописывать автоматизацию. То есть все, что мы сейчас с вами будем двигать, оно будет оставаться в рабочей станции. И снова, когда мы будем проигрывать этот самый момент, барабаны будут вести себя точно так же. Они будут становиться потише, потом снова будет возвращаться привычная громкость. Если бы это был автоматизированный фейдер, он бы еще смешно дрыгался туда-сюда. Ну, вы все это прекрасно знаете без меня. Верхняя ручка отвечает за панораму. Панорама в одну сторону, панорама, допустим, в другую сторону, и панорама, где-то плюс-минус по центру. Тут, к сожалению, она не нажимается и в положение 0 не уводится, как это обычно делают. Что ж, не беда. Вот эта кнопка имеет сразу несколько функций. Допустим, вот сейчас у меня выбрана функция соло. Мы нажмем, и трек у нас будет играть в соло. Ну, это не слышно, потому что трек у нас всего один. Допустим, то же самое можно сделать с мьютом. Ну, сейчас мы замьютили. Ну да, просто он у меня прописывается как автоматизация мьют. Так. Еще есть рек. То есть, если мы нажмем, мы можем выделять трек, пойдет ли он на запись, будет ли на него что-то записываться или, например, не будет. Select отвечает за выбор канала. Ну, допустим, выберем канал с маркерами, но Select мы будем нажимать на канал с барабанами. Нажимаем, все, мы перешли на канал с барабанами, и мы можем уже манипулировать им, собственно. Следующие треки, если вы добавляете, их можно будет использовать вот с этими самыми каналами. Функциональные кнопки отвечают за все то же самое, что вы нажмете и здесь. Мастер. Опять же, давайте я открою микшер, чтобы было более наглядно. Можно регулировать туда-сюда, сюда-туда. По транспортной панели здесь есть вынесенная транспортная панель. Допустим, если нам нужно остановить что-то, мне не обязательно нажимать стоп по рабочей станции в виде кнопки, мне можно нажать вот тут. Стоп и воспроизведение. Есть кнопка для записи, есть кнопочка для перемотки и есть переключение между ключевыми точками. Изначально, если мы с вами не задаем метки, эти две клавиши нам дают переключение на начало и на конец трека. Если мы с вами задаем какие-то метки, давайте, допустим, вот я создал дорожку с маркерами, вот здесь меточку поставим, вот тут меточку поставим, ну и ближе к концу меточку. И теперь у нас есть возможность переключаться между этими точками, ну и возвращаться также на начало и на самый конец трека. Плюс здесь имеется еще одна кнопка, это закольцовка. Нажимаем, выделяем в рабочей станции зону, которую нам необходимо зациклить, нажимаем «Воспроизведение». И теперь, когда этот самый кусок, который мы с вами выбрали, доиграет до самого конца, он автоматически будет играть вновь и вновь сначала по кольцу, по кругу, не приставая, пока вы не нажмете кнопку паузы или остановки воспроизведения.
Для более удобного позиционирования у MixFace есть специальная стойка, она отодвигается от корпуса снизу, так что мы можем поменять угол направления этого MIDI-контроллера, если вам так нужно. Кстати, в комплекте вместе с USB-проводом, конечно же, идет еще вот такая штука, она достаточно пыльная, в принципе, это сам материал, он сам по себе будет все время собирать пыль, но она создана не для того, чтобы собирать пыль, она создана для того, чтобы, если у вас какая-то особо скользящая поверхность, вы располагаете вот эту резиновую вещицу на ней, а сверху уже ставите MixFace. Ну, допустим, нам это не очень нужно, потому что она на столе стоит достаточно крепко, потому что на самой штуке вот этой имеются резиновые ножки. То есть резиновые ножки плюс вот такое устройство, что достаточно интересно. Если говорить о том, что у нас находится на стыке студийной и живой работы, то можно перейти в функцию Control, и здесь мы получаем возможность с помощью всех этих регуляторов, кнопочек и настроек влиять на работу виртуальных инструментов и ваших плагинов. То есть каждая крутилка, каждый фейдерочек имеет свой собственный MIDI-сигнал. Когда мы подключаемся, к примеру, к компьютеру, мы можем задать, что будет делать, на что будет влиять та или иная ручка. Допустим, в вашем плагине это какие-то фильтры будут. Допустим, это изменение вариации звучания вашего виртуального инструмента. Всем этим можно управлять с помощью ручек, потому что это MIDI-интерфейс. Кстати, важная особенность. Здесь имеется 4 слоя для работы. То есть мы можем работать на различных 4 слоях и, например, манипулировать 4 различными инструментами, просто переключаясь между слоями, что, согласитесь, довольно удобно. Теперь настало время поговорить о живой работе. Какое-то время назад мы делали обзор на MIDI-клавиатуру от Studio Logic из той же самой серии SL88. Клавиатура нам понравилась, она настраивалась достаточно легко, она имела молоточковую механику, и в целом при докупке к ней MixFace мы как бы расширяем ее возможности. Кстати, для соединения MixFace и той самой клавиатуры предусмотрено магнитное крепление, которое находится с тыльной стороны MixFace, в принципе, которое будет работать с любой металлической поверхностью. Что мы получаем, когда мы соединяем вместе MIDI-клавиатуру и MixFace? Это можно делать не обязательно с клавиатурой от Studio Logic, просто производитель, естественно, рекомендует свое оборудование в первую очередь. Мы соединяем их вместе и получаем более расширенные возможности, потому что MIDI-клавиатура у нас при этом будет подключаться не к компьютеру напрямую, а будет заходить в USB-разъем на корпусе MixFace. А уже из MixFace мы потянем тот же самый USB-проводочек до компьютера. То есть MixFace в этой цепочке у нас станет как бы главным устройством. К примеру, такое подключение дает нам возможность распределять MIDI-клавиатуру на 4 зоны. То есть вся клавиатура у нас будет делиться на 4 зоны, каждый из которых будет играть свой собственный звук, что, согласитесь, очень полезно во время живых мероприятий. Если вы думали, что на этом все, то у MixFace оказывается еще один туз в рукаве специально для вас. Это не только USB MIDI-контроллер, но и Bluetooth USB-контроллер. Например, можем взять iPad, подключиться через Bluetooth к iPad и открыть здесь, допустим, какой-нибудь виртуальный инструмент. Я, к примеру, говорю. И с помощью тех же самых ручек через специальный Bluetooth-режим мы получаем возможность влиять на вариации и настройки этого самого виртуального инструмента без каких-либо проводов. Это, на мой взгляд, просто фантастика, и этим нужно пользоваться, в особенности во время живых мероприятий. В руководстве можно найти сразу несколько схем подключений, там есть и что-то, о чем мы с вами уже говорили, то есть это клавиши плюс контроллер, плюс iPad, плюс компьютер. Причем клавиши можно использовать не только от Studio Logic, но и другие. Хотя я бы тут вас предостерег и попросил вас перед покупкой все-таки привести, допустим, свои клавиши в музыкальный магазин и попробовать испытать Studio Logic вместе с ними. Будут ли они работать или нет, потому что у производителя официального списка поддерживаемых MIDI-клавиатур, к сожалению, на сайте нет. Есть какие-то вообще схемы просто бешеные, то есть там к привычному сетапу, который я перечислил только что, добавляется еще и дополнительный синтезатор, который мы также заведем в MixFace, и с помощью этого контроллера сможем работать в том числе и с синтезатором одновременно, как и с другими устройствами.
тоже довольно интересно, но давайте будем честны хотя бы перед самим собой. В 90% случаев будет использоваться вот этот контроллер и какой-нибудь Ableton, открытый на компьютере, по крайней мере, если речь идет о живых мероприятиях. Устройство достаточно интересное, ход фейдеров плавный. В принципе, мне понравилась очень компоновка и исполнение. Выполнено все, можно сказать, на уровне. Даже несмотря на то, что сам контроллер достаточно миниатюрный, в принципе, даже мне с моими огромными ручищами довольно комфортно было с ним работать. Ну и миниатюрность — это, конечно же, в какой-то мере даже и плюс, потому что эта вещь, наверное, рассчитана по большей части для каких-то разъясных работ. То есть вы можете поработать с ней дома, на студии, закинуть в сумку и поехать на мероприятие, использовать во время живой работы, потом привезти домой и продолжить работать дома. Вот идеальная вещь. Я думал о покупке MIDI-контроллера для себя, но, скорее всего, поскольку я больше сижу дома и мне для проектов нужно что-то такое более-менее стационарное, то это будет что-то с автоматизированными фейдерами, потому что для меня это, на самом деле, очень важный пункт. Здесь, к сожалению, фейдеры, я напомню, обычные, не автоматизированные. И, допустим, когда вы работаете в цифровой рабочей станции, вы нарулили какие-то настройки, вы переключаетесь на следующий канал, и как только вы задеваете фейдер, у вас резко канал новый уходит либо наверх, либо вниз, в зависимости от того, где он до этого был. Это тоже, я бы не сказал, что прям очень удобно. Разочаровало, что не получилось подключиться к Android-устройству. И это на самом деле такая себе тенденция. Если раньше это было, как-то более распространено, что, знаете, вот и программное обеспечение, и поддержка всякого железа, оно делалось исключительно с упором на яблочников, то сейчас, 2021 год, все-таки все основные производители стараются дублировать приложение, делать и на Android, и на Apple. Почему здесь нам разрешается подключаться только к iPad, а не, скажем, к планшету на Android или к телефону на Android, опять же, не знаю. Я бы подключился, допустим, где он? К своему телефону, потому что на телефоне у меня стоит третий Cubasis. И я бы смог проверить работу вот этой штуки с Cubasis 3. Поддержки Android нету, и, к сожалению, сказать вам, как эта вещь работает с Cubasis, я не могу. Друзья, мне будет очень интересно узнать от вас в комментариях, что вы думаете по поводу этого контроллера. Плюс можете факультативно написать, пользовались ли вы в своей практике MIDI-контроллерами, где вы это делали, допустим, дома, на студии или во время живой работы. И, конечно, что это был за контроллер. Я буду очень ждать и проверять комментарии. Это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Сегодня давайте поговорим о контроллерах, а вернее об одном из представителей из этого широкого... Сегодня давайте поговорим о контроллерах, вернее, об одном из представителей этого действительно широкого, обширного царства, я хотел сказать. Из этого действительно обширного царства, да.